Привет всем! Сегодня я решил всем помочь. Ну, и всем не получилось, поэтому хотя бы тем, кто работает со стойкой Siemens на фрезерных или же токарно-фрезерных станках. Вот. Проблема, с которой я тоже сталкиваюсь частенько, когда создаешь новую программу или запускаешь программу, которая уже работала, то нужно искать инструменты, потому что инструменты в программе не всегда совпадают с часто объемными магазинами этих станков. Там инструментов бывает 40, 60, 100, 120. У меня здесь токарно-фрезерный станок с цепью в 80 инструментов. И это уже работа, их все искать. Здесь у меня загружено, конечно, не по полной. Инструменты не все. Но и некоторые инструменты лежат в шкафу или используются другим станком, поэтому они у меня здесь снизу в списке, то есть в этом станке их нету. Вот, чтобы просматривать всю программу, нужен, конечно, какой-то список, искать, есть ли все инструменты, все фрезы, все токарные на этом станке. Вот. Для этого я когда-то писал программку, потом как-то про нее забыл, она год лежала, и вот я к ней вернулся, пару раз попользовался, все-таки полезно. Назвал я ее TOCheck. Вот, запуская ее, нам нужно знать имя этой программы. Это у меня Exercise 1, пример номер 1. Записываем. Вот. И ждем. Запускаем это все. Вот. В это время станок сам просматривает программку, просматривает список инструментов и пишет потом, вот здесь он снизу теперь у нас в наличии, такой список TO Checklist. Здесь у нас есть время, есть программа, под которую мы это писали, и стоит, что у нас не хватает вот этого чистового инструмента, и уже указан магазин, указано свободное место, и написано, пожалуйста, загрузите. Можем это, конечно, сравнить. Место и вправду свободное. Туда можно загружать. Ну и, конечно же, чистовой, да, вот он у нас находится снизу. Работает это под разные возможные программки. Мы сейчас просматривали это все для простого ShopTool. Также самое это работает и под ISO. Программка не с этого станка, но инструмент он искать все равно сможет. Ищется все время вызов инструмента T равняется восклицательные кавычки сверху. Вот, получается, мы теперь берем и запоминаем, как называется эта программка. И теперь можем свободно уже в ней искать инструменты. Программка отработала. Получается, наш TO checklist переписан заново. И здесь стоит, что этих двух инструментов не хватает, а вот канавочный у нас даже нужно создать, потому что его или стерли, или его на этом станке еще не было. Вот. Работает это все под ShopTool. Одноканальный, двухканальный. Работает также под ISO. И работает под мой любимый вариант. Это структура GeodeMaster под DMG. Здесь всего лишь нужно активировать программку под выполнение. И потом уже система сама заходит отдельно в подпрограммы и просматривает подпрограммы на наличие инструмента. Как, например, здесь ищет уже потом вызовы. Вот, получается, выходим в наш MDA, запускаем без всяких наличий программки, потому что в структуре всегда так, что в одной дирекции, в одной папке находится всего лишь одна программа. Мы это все запускаем. Он ищет. Здесь это случается, конечно, все немножко быстрее, чем на станке. Там немножко нужно будет подождать. Но в конце пишется такой список. У меня этот проект новый, поэтому инструментов пока еще вообще нету. Всех их нашел и показывает, что их нужно создать и загрузить. Свободные места 1, 3, 5, 24 по 27.
Так как у меня некоторые места закрыты или инструменты численны как большие, поэтому он соседей загружать тоже не старается. Поэтому 3, 5 и уже потом 24, 25. Тоже большой инструмент. Ну вот как-то так. Вот. У этой программки еще есть настройки. Их мы можем найти в циклах пользователя. Я все это загрузил. Вот. Там есть TO-Check и TO-Check Set. В этих настройках у нас есть настройки языка, как будет называться ваша подпрограммка, которую он будет создавать, описание магазинов, вот, и как будут выдаваться инструменты. Тут есть под структуру Gildemeister или просто как текст. Это у нас сейчас. Вот. Это настройки. Ну, устанавливать это просто берем эти две программки, CPF, SPF, и грузим в их циклы пользователя. Или оно у вас есть сразу на первой строке программ менеджера. Или же вам надо искать в меню Select, ввод в эксплуатацию. И здесь у нас есть системные данные, данные ЧПУ, циклы и циклы пользователя. Да, сюда это можно тоже все скинуть. На станке грузим циклы пользователя, перезапускаем станок, ну и радуемся, пользуемся. Пожалуйста. Надеюсь, я смог вам как-то помочь.